По наклонной плоскости с углом наклона 30 градусов к горизонту равномерно соскальзывает тело массой 0,4 кг. Найдите силу трения скольжения. Какой коэффициент трения скольжения? Тело массой 0,4 кг равномерно соскальзывает с наклонной плоскости под углом 30 градусов, альфа равно 30 градусов к горизонту. Нужно найти коэффициент трения скольжения и силу трения скольжения. Вот эта линия горизонта. Этот угол альфа равен 30 градусов. Тело находится на наклонной плоскости, и в задаче сказано, что происходит равномерное скольжение. Раз тело имеет массу, значит оно имеет определенный вес. P равно mg. Этот вес можно определить вектором, он направлен вертикально вниз. Если он находится на наклонной плоскости, вот этот вектор, как вектор, можно разложить на два вектора. Один вектор, который будет перпендикулярен наклонной плоскости, назовем его вектором n. А второй вектор, который будет параллелен наклонной плоскости, назовем его f. Этот вектор, который перпендикулярен наклонной плоскости, он уравновешивается реакцией наклонной плоскости, поэтому тело может двигаться только в эту сторону. Как видим, в этом случае на тело действует сила, которая будет его направлять в эту сторону, в сторону ближе к горизонту, потому что в противоположную сторону какая-то сила либо его удерживает, либо его не удерживает. Все зависит от того коэффициента скольжения, который будет присутствовать в данной ситуации. В задаче сказано, что происходит равномерное движение. Если это равномерное движение, это будет ближе определяться первому закону Ньютона, закон инерции, когда на тело не действует сила, либо результирующая всех сил равна нулю. Тогда происходит равномерное движение. В данном случае против этой силы, которая стремится сбросить это тело с этой наклонной плоскости, будет выступать сила трения. Вот эта сила трения, которая будет направлена в эту сторону, обозначаемую как F трения. Сила трения обуславливается чем? Обуславливается давлением этого тела на плоскость. Именно вот этой составляющей. Можем сказать о том, что если эта составляющая сила трения равна силе, которая сбрасывает тело, тогда происходит либо состояние покоя, если будет тело двигаться равномерно. Во всяком случае, ускорение здесь не происходит. Почему? Потому что эта сила равна этой силе. Можем записать о том, что вот эта F равна силе трения. Как мы определяем F? F мы можем определить вот с этого треугольника, который подобен, вот если опустить перпендикуляр этому треугольнику, то есть вот этот угол альфа тоже равен 30 градусов, и этот угол альфа тоже 30 градусов, потому что это мы обозначили как прямоугольник, а это диагональ прямоугольника. Раз можно рассмотреть вот этот треугольник, в этом треугольнике P является диагональю, F является катетом, который лежит против угла 30 градусов, а N является катетом, который лежит рядом с углом 30 градусов. Для того, чтобы определить, чему равно F, F относится к P. Это будет синус альфа. В таком случае F будет равно P умножить на синус альфа. Мы можем написать, что F равно P умножить на синус альфа. Ну, естественно, N будет равно. Отношение N к гипотенузе P будет как косинус альфа. N будет равно P умножить на косинус альфа. А F трения можно записать как коэффициент трения умножить на N. В конечном итоге N сюда можно подставить, то F трения можно написать как μ P косинус альфа. Теперь условие равновесия нам говорит о том, что сила F скачивания должна быть равна силе трения для того, чтобы тело двигалось равномерно, без ускорения. Давайте приравняем эти значения. У нас есть F P на синус альфа и есть сила трения, которая равна μ на P на косинус альфа. Запишем как F равно F трения. Еще раз. Вместо F поставляем его значение. P синус альфа равно μ P косинус альфа. Ну, не забываем, что P равно mg. Ну, практически оно тут нам не очень-то и понадобится, но во всяком случае давайте запишем для того, чтобы все было учтено. Итак, mg синус альфа равен μ mg косинус альфа. Обратите внимание, что mg и здесь mg оно сократится. Давайте сразу запишем, чему равно μ тогда отсюда. μ равно m умножить на g умножить на синус альфа, разделить на m, что множится на g, умножится на косинус альфа. Это сократилось, и у нас что получилось? Синус на косинус. Стандартная тригонометрическая функция – это тангенс альфа. И теперь нам останется только подставить значение угла 30 градусов. Мы получаем μ равно тангенс альфа равен тангенс 30 градусов. И табличная величина – это будет 0,58. Коэффициент трения скольжения в данной ситуации у нас равен тангенсу 30 градусов 0,58. Теперь мы можем определить, чему же равна сила трения. Вот у нас сила трения. Давайте сюда подставим эти значения для того, чтобы получить, чему же равна у нас сила трения, которая или удерживает, или делает таким образом, что равномерное скольжение происходит. Раз F равно F трения, считаем F трения равно μ P, заменяем на mg и на косинус альфа. Подставляем значение 0,58
умножится на массу 0,4 кг, умножится на g 9,8 метров за секунду в квадрате и умножится на косинус альфа. Косинус альфа – это косинус 30 градусов, 0,866. Что получаем в размерностях? Килограммы на метр на секунду в квадрате. У нас получается вроде как все нормально. Все приблизительно пошло. Косинус взяли приблизительно, и тангенс тоже приблизительный. Поэтому получается приблизительно 1,97 килограмм на метр на секунду в квадрате. А это что у нас? Это ньютоны. 1,97 ньютонов. Сила, которая противодействует силе скачивания этого тела и обуславливает то, что тело движется равномерно, равна 1,97 ньютон. Запишем μ равно 0,58 и в трении равно 1,97 ньютона. Этой задачи специально для вычисления силы трения поставили его значение вот здесь. Но таким же точным образом эту силу трения можно сказать, что она же равна вот этому значению P на синус альфа. Давайте посмотрим, действительно так она или нет. F равно P на синус альфа равно mg, все напишем на синус альфа, равно 0,4 килограмма умножим на 9,8 метров за секунду в квадрате и множим на 1/2. Тут будет 0,5, 0,2. 0,2 умножим 1,8, получаем те же самые значения, приблизительно 1,97 ньютона. Фактически вот это F мы же приравниваем, что это значение должно быть одинаково. Для того, чтобы логически уже сделать, что мы вычисляем именно силу трения, мы ее вычислили и доказали о том, что эта сила трения в данном случае будет равна вот этой силе скачивания, но в данном случае, когда тело движется равномерно, то сила трения равна